В декабре была принята программа развития СКФО. Вы видите уже какие-то первые шаги по ее реализации? Нет, я пока не вижу никаких шагов, пока я вижу, что основной проект, кластерный, о котором столько говорили, курорт Северного Кавказа, ставится под сомнение и торпедирован просто-напросто. А все упиралось-то в него. Я вообще не вижу никаких трендов развития сейчас на Кавказе. Главная задача — это как завести на Кавказ и инвестиции, хотя бы государственные. Я уже не говорю о частных. Защитить их и раздать их тем, кто в них на самом деле нуждается, а не в представителях криминальных сообществ, которые потом будут в свою очередь выдавать своим крепостным, в которых превращена значительная часть населения многих регионов, какие-то деньги в тех или иных регионах. Мне кажется, инвестиции на Кавказе связаны с глубокими социально-политическими переменами и в регионе, и в стране в целом. Я уверен, что без широкой демократизации, без возвращения народа к управлению государством невозможно защитить никакие инвестиции, они будут разворованы, и никакого экономического роста не будет. Пока на Кавказе, как и в других частях России, будут решать вопросы узкой группы людей, вопросы финансовых инвестиций больших, ничего не будет. Проблема Кавказа только в том, что там гораздо выше политическая реакция населения. В силу множественности, этнической, этнокультурной множественности возникает очень высокий уровень мобилизации политической. Поэтому вот мы видим, вот какой там вот регион. А там ничего такого не происходит, что не происходило в других регионах России. Но есть регионы, где местная власть ввела элементы социализма. Белгородская область, Липецкая область. И мы видим, что это процветающие регионы с процветающим сельским хозяйством, где власть не наживается на крестьянах, на тех, кто работает, а организует их труд, организует рынки. Нигде по Кавказу этого практически нету. Люди объединяются в группы, сбиваются, защищают свой бизнес как могут, с оружием в руках, в том числе криминальными договоренностями. Не потому, что люди плохие, а потому, что такие правила игры. Иначе они будут уничтожены или должны будут уехать оттуда. Поэтому я не верю. Я считаю, что система экономического роста на Кавказе сейчас должна быть опираться на государственные институты, идти под строгим контролем государства. Я считаю, что вкладываться надо в несколько отраслей. В инфраструктуру, дороги, дорожное строительство, социальное строительство возобновить, пусть даже целевым образом, пусть даже с элементами социализма, школы, больницы, фельдшерские медпункты и так далее. Третье — создать системы малого кредитования, в том числе защищенные, в первую очередь защищенные государством системы малого кредитования, малого и среднего бизнеса, чтобы человек мог прийти, получить там, допустим, не знаю, там, 1 000 000 рублей, 2 миллиона рублей, быть уверенным, что у него это не отнимут, и пустить это в оборот какой-то, и отдать. Ведь и ничего этого нету. Мы занимаемся панамами. Еще одна Панама, и события примут необратимый политический характер. Вы считаете, что проект Анжи — это все-таки инвестиционный проект? А почему он под угрозой? Потому что он недоходный, он не прибыльный проект. Футбол в России не является видом, который приносит безусловную прибыль. Он очень затратный вид на покупку дорогих футболистов. Но вместе с тем он обеспечивает работой достаточно большое количество людей, если так задуматься. Это не только обслуживающие стадион, это не только люди, работающие с командой. Это, между прочим, профессиональные типы деятельности, возникающие в среде болельщиков. Это разные типы деятельности, связанные с обслуживанием, там, не знаю, питания, в конце концов, во время футбольных матчей. Это просто огромные деньги, которые реально, вот, условно говоря, находятся в Дагестане в связи с Анжи. Я считаю, что исчезновение Анжи или других футбольных команд — это большой удар будет для региона. Конечно, они являются, как ни странно, такими причудливыми, но реальными инвестициями реального капитала. По крайней мере, вот если люди знают, что Сулейман Керимов вложил деньги в Анжи, то это
огромный плюс к инвестиционному фону Дагестана. Да, многие знают, что Сулейман это сделал по политическим соображениям, что это ему невыгодно, что это было, там, сопровождало другие его какие-то моменты. Но это такого рода инвестор, такое имя, который как бы дает определенную микроскопическую, но все-таки в этой ситуации даже микроскопическая, это существенно, долю уверенности. Уход его – это катастрофа. Вы знаете, в прессе проскальзывало пару сообщений о неком противостоянии между Кадыровым и Евкуровым, в частности, после этой истории с Сунжинским районом. Вы считаете это так? Есть ли вообще он как таковой? Я не считаю, что есть какое-то противостояние между главами субъектов. Очевидно, что есть проблемы, в том числе административных границ, которые были не решены в 1992 году, когда лихорадочно на коленке создавалась Ингушская республика Ингушетия. Ведь все экономические связи Республики Ингушетия были в Грозном. Вся элита ингушская, военная, политическая, жила в Грозном. И предыдущие президенты, и Аушев, и Зязиков, они грозненские сами. А Евкуров, он из Осетии, из пригородного района Евкурова. И фактически Ингушетию, создав Ингушетию, оставили республику без какой-либо вообще экономической, социальной базы, с огромным количеством беженцев, которая приняла в себя как беженцев из Осетии, бежавших из пригородного района, так и огромное количество чеченских беженцев. Фактически это был не субъект федерации, а некая тыловая база в ходе военных действий в Чеченской республике, которая возникла. Военные действия прекращены, но выясняется, что никаких иных форм связей между регионами не существовало, кроме там, беженцев, гуманитарной помощи, еще чего-то. Традиционно для значительной части ингушской интеллигенции образованного слоя работа в Грозном, она исчезла, ее нету. Владикавказ для ингушей тоже закрыт. И Ингушетия находится в тяжелейшей ситуации, она как бы в блокаде. Со стороны Осетии это точно так, это просто блокада. Ингуши не могут жить и работать сегодня нормально во Владикавказе, как это было всегда в советское время. Что касается Грозного, то, естественно, могут, никаких проблем у них нету, но просто на эти места рабочие, которые сейчас там существуют, претендуют чеченцы. Потому что в советское время Грозный это был, конечно, гораздо более развитой центр, где были институты управления нефтеперерабатывающей промышленности, добывающей промышленности, военные институты, в смысле военной части большие были расквартированы. Поэтому, собственно говоря, отсюда и возникает проблема. Каждый раз, когда возникает проблема земли или какой-то границы, это говорит о том, что более серьезные связи, экономические, социальные, человеческие, разрушены. Я считаю, что просто это может быть решаться, на данный момент это решить просто невозможно. Но, допустим, если Грозный опять станет центром притяжения для Ингушетии, если ингушская молодежь поедет учиться в учебное заведение Грозного, там, правда, нет сейчас таких учебных заведений, какие были в советское время, к сожалению. Поэтому я не говорил бы о каком-то противостоянии. Это объективная и просто проблемная ситуация, которая, я знаю, что и Юнусбек, и Рамзан, они общаются, они разговаривают. У них разный жизненный опыт, разная человеческая ментальность. Люди разные, в этом ничего не поделаешь. Но это и тот, и другой, это разумные люди, которые понимают всю сложность ситуации, уверенные, конечно, совершенно не хотят никакого конфликта. Да этот конфликт и невозможен между двумя частями единого войнахского этноса. Но проблемы надо решать, и решать поступательно. Сейчас Ингушетия живет просто за счет того, что ее накачивают деньгами. Эти деньги освоить не могут. Не может сельскохозяйственная маленькая республика освоить те деньги, которые им дают. Население не привыкло заниматься теми типами деятельности, которые подразумевают эти инвестиции. А для сельского хозяйства это избыточные инвестиции. Поэтому возникает ситуация коррупции. Она возникает естественно. Это проблема, которую надо обсуждать, решать, и которая разрешима. Уверен, что и Рамзан, и Юнусбек смогут ее разрешить. То есть вы считаете, что, в принципе, центру не нужно никак реагировать на эту ситуацию? Лучше, чтобы... Ситуация, которая вынуждала бы
реакцию центра. Центр должен реагировать на нерешаемые проблемы пригородного района. На это центр должен реагировать. А между Чечней и Ингушетией нет такой ситуации, которая требовала пристального внимания центра. Все эти вопросы спокойно совершенно решаются переговорным процессом чечено-ингушской комиссии, людьми с обеих сторон. Они родственные народы, они родственники. Они об этих вот вопросах могут поговорить спокойно, без надрыва, без напряга, как это принято испокон века было в этом регионе между чеченцами и теми же самыми ингушами, например.